В наших космических путешествиях мы обычно стараемся держаться подальше от черных дыр. Объяснить это несложно. Монстры притягивают своей гравитацией и пожирают все, что попадется на пути. Недавно астрономы из Королевского университета в Белфасте наблюдали, как сверхмассивная черная дыра разорвала звезду и использовала ее энергию, чтобы тут же убить второе светило. Удачный выстрел дуплетом. Впрочем, что там звезды? Черные дыры расправляются и с более крупными объектами. Ученые из Кембриджского университета заметили, как огромный монстр морит голодом свою галактику. Он не дает формироваться звездам, засасывая нужное топливо и материю. Черные дыры можно было бы назвать абсолютным злом, но некоторые небесные тела явно будут с этим не согласны. Они отлично уживаются с этими монстрами и, похоже, не ищут лучших соседей. Черные дыры способны их обогреть, наполнить энергией, защитить от космических опасностей, а галактикам даже помогают зажигать новые звезды. Как удается приручить самых опасных обитателей Вселенной? Давайте отправимся в космическое путешествие и спросим у их соседей, которые миллиарды лет успешно тусят вокруг черных дыр. Конечно, трудно представить гравитационных монстров Вселенной, склонными к добрососедству и созиданию. Черная дыра — огромное количество материи в очень маленькой упаковке. Это как втиснуть звезду в 10 раз больше Солнца внутрь области размером с Нью-Йорк. Получается массивная, компактная и плотная яма с такой гравитацией, что оттуда не сможет вырваться даже свет. В столь безумной концентрации вещества и кроется неимоверная сила черных дыр. Благодаря этому монстры легко, как орешки, разгрызают своей гравитацией и пожирают любые звезды, даже самые огромные. Когда они захватывают своей гравитацией какое-то небесное тело, то растягивают его до состояния спагетти. Итальянская кухня по-космически. Всеядные хищницы в поисках сытного обеда нападают даже на добычу, которая, казалось бы, им не по зубам. Один из гигантов в миллиард раз больше Солнца поймал в свою гравитационную паутину сразу 6 галактик, чтобы устроить настоящий пир. Для этого космический паук раскинул по Вселенной сети, превышающие размером Млечный Путь в 300 раз. Черные дыры не брезгуют каннибализмом. Прямо сейчас два далеких огромных монстра вращаются буквально вплотную друг к другу. В будущем больший притянет своей гравитацией и проглотит соседа поменьше. Ученые узнают о подобных катастрофах благодаря гигантским гравитационным волнам, которые возникают вследствие столкновений в космосе черных дыр. Обсерватории Лиго, Вирго и Кагра позволяют изучить эти возмущения, получив сведения об орбитах черных дыр перед катастрофой и причиной их столкновений. Итоги исследований гравитационных волн поразили ученых огромным количеством слияний черных дыр звездной величины. Выяснилось, что такие пары перед столкновением выходят на орбиты, далекие от круговых. Они движутся по достаточно эксцентричному пути, раскачиваясь и вибрируя. Ученые сравнивают их поведение с танцами. А что насчет неимоверных гигантов, сверхмассивных черных дыр, которые заседают в центрах галактик? Пока ни один акт каннибализма среди них напрямую не зафиксирован. Однако на это указывают многочисленные модели ученых. Злодеяния дыр можно еще долго перечислять, но чтобы они могли ужиться хоть с каким-то небесным телом, на фоне таких жестоких проделок монстров это кажется фантастикой. Впрочем, некоторые звезды считают, что черные дыры способны стать очень хорошими и даже полезными соседками. Нужно только найти к ним правильный подход. Самые отважные светила в нашей галактике смогли это сделать, вплотную подобравшись к сверхмассивной черной дыре Стрелец-А со звездочкой. Окрестности резиденции монстра в центре Млечного Пути считаются очень неспокойным и опасным местом. Чудовищная дыра провоцирует жуткий хаос, перемешивая, сталкивая и даже заглатывая небесные тела. Еще она заливает все вокруг жестким рентгеновским, ультрафиолетовым и другими видами излучения. Подобные условия препятствуют образованию звезд, а затем их развитию.
Какие светила сумели приспособиться к такому суперэкстриму? Очень близко к Стрельцу А со звездочкой собрались на яркую тусовку более 100 звезд, образовав так называемое S-скопление. У этих светил разная масса, но все они со спринтерской скоростью мчатся по небу. S4716, согласно новому исследованию, среди них чемпион. Звезда крутится по орбите как волчок со скоростью 8000 км в секунду, совершая полный оборот вокруг черной дыры всего за 4 года. Это примерно 2,7% скорости света. Спринтера обнаружили ученые из университетов Кёльна и Масарика в Брно. Он оказался бело-голубой звездой, массой и светимостью в несколько раз больше солнечной. Астрономы выяснили это благодаря наблюдениям с помощью 5 наземных телескопов. Трудно было найти столь быструю звезду на небольшом расстоянии от черной дыры. По словам ученых, дело также сильно осложняла другая звезда под названием S2. Представьте, что в кинотеатре зритель на переднем месте заслоняет вам экран. То же самое проделывает S2. Она часто перекрывает собой центр галактики, и астрономы плохо видят, что там происходит. Но иногда звезда не мешает просмотру, и в одно из таких окон астрономам удалось рассмотреть S4716. Они выяснили, что звезда находится очень близко от черной дыры, на расстоянии примерно 100 астрономических единиц, то есть всего в 100 раз дальше, чем Земля от Солнца. Для сравнения, Нептун расположен примерно в 30 астрономических единицах от нашей звезды и делает полный оборот вокруг нее за 164 года. Благодаря изучению S4716 ученые больше узнали о жизни звезд буквально на пороге у черной дыры. Однако это место нельзя назвать их родиной. Астрономы пришли к выводу, что светила не могут формироваться так близко к дыре. Скорее всего, они появляются дальше от Стрельца А со звездочкой, а затем приближаются к нему под воздействием других звезд и объектов S-скопления. Хотя все может происходить иначе. Долгое время ученые предполагали, что только старые звезды способны существовать за счет динамического трения вблизи сверхмассивной черной дыры. Но затем рядом со Стрельцом А со звездочкой были обнаружены очень молодые звезды. До сих пор не ясно, как они туда попали и где сформировались. Это явление исследователи назвали парадоксом молодости. Юное светило X3A, которое обнаружили исследователи Института астрофизики Кёльнского университета, входит в эту команду экстремалов. Возраст звезды составляет всего несколько десятков тысяч лет. Возможно, она возникла в пылевом облаке, вращающемся вокруг гигантской черной дыры, а на свою текущую орбиту вышла лишь после формирования. Причем молодая любительница острых ощущений отлично прижилась в том опасном регионе и даже каким-то образом сумела поживиться хорошей порцией материи. X3A выросла в 10 раз больше и в 15 раз тяжелее нашего Солнца. Но как ей удалось стащить столько пищи из-под носа черной дыры? Оказывается, на расстоянии в несколько световых лет от Стрельца А со звездочкой существует область активного звездообразования. Она представляет собой плотное прохладное кольцо из газа и пыли, куда почти не проникает радиация дыры. Эта структура обладает огромной массой в сотни солнечных. В ней образовались горячие островки материи, которые X3A, возможно, использовала для формирования. Но это один из возможных вариантов. У ученых были сомнения насчет возраста X3A. Уж очень большую массу она набрала для подростка. Однако затем была обнаружена компактная околозвездная оболочка, вращающаяся вокруг X3A. Таким образом, юность звезды была полностью подтверждена, а газопылевое кольцо окончательно признано местом рождения молодых светил, несмотря на близость черной дыры Стрелец А со звездочкой. Да, в молодости можно осилить многое. Даже как X3A покорить своим ярким светом, горячим нравом и активностью черную дыру. Но вот мертвые светила, могут ли существовать звездные кладбища у черных дыр? Сделайте ставку. И если вы выбрали положительный ответ, то выиграли. Телескоп НАСА
NuStar недавно подтвердил существование пульсара PSR J1745-2900 рядом со стрельцом А со звездочкой. Их разделяет всего 0,33 светового года. И со звездой, несмотря на такую близость к монстру, ничего катастрофического до сих пор не произошло. Пульсары являются разновидностью нейтронных звезд, мертвых ядер, оставшихся после взрыва сверхновыми огромных звезд в конце их жизни. Материя спрессована в них с невероятной силой. Одна чайная ложка вещества нейтронной звезды весит примерно 1 миллиард тонн, а пульсары, к тому же, еще сильно намагничены и чрезвычайно быстро вращаются. Но это еще не все. Пульсар у черной дыры оказался редкой разновидностью — магнитаром. Из более чем 2600 пульсаров, известных сейчас астрономам, лишь 31 считается магнитаром или кандидатом в подобные звезды. Эти светила отличаются особо сильным магнитным полем в сотни миллионов раз превышающих по интенсивности земное. Магнитары вращаются медленно по сравнению с нейтронными звездами и тем более быстрыми пульсарами. А питаются они от своих затухающих сверхсильных магнитных полей. Открытие PSR J1745-2900 натолкнуло ученых на мысль, что среда возле стрельца А со звездочкой достаточно благоприятна для образования магнитаров. Они пришли к выводу, что в центре Млечного Пути должно находиться огромное количество таких намагниченных звезд. Однако эти светила еще предстоит найти, и астрономы прочесывают полный пыли и газа центр галактики. Они рассчитывают в конце концов натолкнуться на целую компанию магнитаров, которые не боятся риска и живут возле черной дыры. Но вот двойная система звезд, как считалось, не в силах выдержать соседство с монстром. Двойная звезда — это пара солнц, которые гравитационно связаны и вращаются вокруг общего центра масс. Экстремальные условия вокруг сверхмассивных черных дыр должны быстро разрушать такие пары, даже если им удастся сформироваться. Однако оказалось, что в космосе подобные любительницы экстрима все-таки существуют. Недавно впервые обнаружена двойная звездная система вблизи стрельца А со звездочкой. К черной дыре в центре нашей галактики пристроилась бинарная звезда DE9 возрастом 2 миллиарда 700 миллионов лет. Масса ее компонентов составляет не менее 2,8 и 0,7 солнечной. Впрочем, ученые по-прежнему предполагают, что система не просуществует долго, звезды сольются. И, вероятно, все самое интересное после этого только начнется. Звезды сформируют один из самых загадочных объектов космоса под названием G, которые в большом количестве обнаружены вокруг стрельца А со звездочкой. Подобные объекты — настоящие феномены, недаром им присвоен отдельный класс. Сначала астрономы решили, что они представляют собой газовые облака размером 100 астрономических единиц в поперечнике. Такие сгустки тумана со спектрами излучения газа и пыли растягиваются по мере приближения к черной дыре. Однако G вовсе не вели себя как газовые облака. Эти незнакомцы во многом повторяли поведение звезд, поставив исследователей в тупик. Ситуация начала проясняться после длительных наблюдений за одним из подобных объектов. Это G2, которому буквально на глазах у астрономов удалось выйти неповрежденным из ближайшей к черной дыре точки орбиты. Во время максимального сближения объект оставил странную подпись. Когда он приблизился к черной дыре, то растянулся как спагетти. G2 потерял внешнюю оболочку, и большая часть его газа оказалась разорванной на части. Казалось бы, объекту пришел конец, но не тут-то было. Куски незнакомца, как в фильме ужасов, начали вновь сползаться в единое целое, и вскоре он принял свой первоначальный компактный вид. Из этого ученые сделали важные выводы. Ранее считалось, что G2 представляет собой облако газообразного водорода, которое должно было бы разорваться на части и быть поглощено стрельцом А со звездочкой. При этом еще послужить фейерверком, который в виде части материи объекта черная дыра выпустит в небо из своего нутра. На самом деле никакой катастрофы не произошло.
Вероятно, нечто удерживает G2 в компактном виде, позволяя вновь и вновь возрождаться после распада из-за приближения к черной дыре. По мнению калифорнийских астрономов, это свидетельствует о наличии звездной системы внутри G2. Исследователи полагают, что тайну объекта могут раскрыть массивные двойные звезды типа D9. Большую часть времени компаньонки проводят в заперти общей орбиты, однако порой могут сталкиваться друг с другом, образуя одну большую звезду. Этот процесс сопровождается созданием огромного облака пыли и газа. Оно окружает новую звезду примерно через 1 миллион лет после столкновения, образуя объект G. Словом, астрономы находят все новые светила, которые предпочитают быть соседями черных дыр. Одно из них особо отличилось. Звезда не поленилась преодолеть расстояние в тысячи световых лет, чтобы оказаться в опасных объятиях монстра. Мощная гравитация черной дыры, как мы говорили, делает основную часть окружающего космоса непригодным для формирования звезд. Это значит, что они переезжают к ней поближе из других регионов Млечного Пути и даже галактик. Светило S06 — первое из дальних переселенцев, которое попало в поле зрения астрономов. Звезда преодолела примерно 50 тысяч световых лет, чтобы оказаться ближе к черной дыре Млечного Пути. Она обосновалась на расстоянии всего в 0,04 светового года от Стрельца А со звездочкой. Ученые выяснили, что ее возраст составляет примерно 10 миллиардов лет. Химический состав S06 роднит ее со всеми светилами соседних с Млечным Путем небольших галактик, таких как Малое Магелланово облако и карликовая галактика Стрельца. Авторы исследования пришли к выводу, что эта звезда изначально появилась в ныне несуществующей маленькой галактике, которую поглотил Млечный Путь. Но как S06 смогла перебраться так далеко? Скорее всего, она просто срезала путь и приблизилась к черной дыре не по прямой, а по спирали. Впрочем, это лишь первоначальное предположение. Ученые хотят провести дополнительные наблюдения и точно убедиться в том, что эта блуждающая звезда родилась действительно в другой галактике. Также астрономам важно понять, сколько еще звезд, которые зажглись не в Млечном Пути, соседствуют со Стрельцом А со звездочкой. Тем временем удалось выяснить, что вне нашей галактики тесная компания небесных тел собралась по соседству с черной дырой. Правда, не для всех участников тусовка хорошо закончится. Черная дыра, по мнению ученых, рано или поздно все испортит. Захватывающую историю об этом рассказали астрономы Массачусетского технологического института. Они впервые обнаружили 3 объекта, гравитационно связанные с черной дырой в системе V404 «Лебедя» на расстоянии 8000 световых лет от Земли. В компанию, которую заметили астрономы, входят черная дыра, звезда и третий, наиболее обособленный объект. Он расположен настолько далеко от первых двух, что делает оборот вокруг черной дыры, центра триады, раз в 70 тысяч земных лет. Познакомиться с ним поближе и определить его природу астрономам пока не удалось. Возможно, это звезда, черная дыра или нечто другое. Но ясно одно. Объект хорошо себя обезопасил, выбрав место на почтительном расстоянии от черной дыры. Другое дело — звезда этой странной системы, которая в половину меньше Солнца. По подсчетам ученых, небольшое светило оборачивается вокруг черной дыры всего за 6,5 земных дней. То есть оно находится очень близко к монстру и тем самым подвергает себя мощным гравитационным атакам с его стороны. Черная дыра постепенно притягивает материю светила. Когда вещества накапливается много, то оно по спирали падает внутрь монстра. Но часть добычи он изрыгает в виде ярких горячих струй. Тогда ученые видят вспышку в этой системе. Материя скапливается вокруг черной дыры в течение 2-3 десятилетий, и тогда происходит выброс. В 2016 году это яркое шоу можно было наблюдать с Земли даже в любительские телескопы. Впрочем, привычка черных дыр разрывать звезды на части и пожирать их останки нам давно известна.
Однако лишь недавно выяснилось, что черные дыры обладают волшебной способностью оживлять умирающие Солнца. Во всяком случае, именно такой вывод на основании своей математической модели сделали астрофизики из Южной Каролины. Их исследование показало, что черные дыры могут реанимировать белых карликов, ядра потухших в конце своей жизни звезд примерно солнечной массы. Термоядерные реакции внутри белых карликов уже закончились, но черные дыры возрождают эти процессы внутри маленьких соседей. Как все происходит? Гравитация монстра одновременно сжимает и растягивает звезду в разных направлениях. Это колоссальное давление может заново, пусть и ненадолго, запустить в звездном ядре термоядерный процесс. Но существует одна серьезная загвоздка. Для оживления белых карликов требуется монстр средней массы, только вот подобные черные дыры в космосе пока не обнаружены. Во Вселенной их пока известны два типа. Первые образуются в результате гравитационного коллапса умирающей звезды. Их называют черными дырами звездных масс. Это относительно небольшие объекты, примерно в 100 раз тяжелее Солнца. Кроме того, есть супермассивные черные дыры, которые тяжелее нашего Солнца в сотни тысяч, миллионы и даже миллиарды раз. Например, масса Стрельца А со звездочкой превышает солнечную примерно в 4 миллиона раз. Теоретически должен существовать и третий тип, где-то посередине между этими двумя. Как раз такие дыры до сих пор скрываются от астрономов. Первый перспективный кандидат появился совсем недавно, но его статус еще нужно подтвердить. Открытие астрофизиков из Южной Каролины может означать, что черные дыры средней массы, вероятно, удастся отследить по предсмертным вспышкам белых карликов. Впрочем, короткое реанимирование белых карликов — лишь легкая забава для черных дыр. Некоторые из них по-взрослому зажигают звезды. В данном направлении, например, усердно работает черная дыра в сердце карликовой галактики Хенис 2.10. Она находится в 30 миллионов световых лет от нас, в южном созвездии Компас. Это очень красивый объект с яркими голубыми звездами, красными и янтарными газовыми облаками без видимых спиральных рукавов. Однако галактика чрезвычайно маленькая и содержит всего 1/10 от числа звезд Млечного Пути. Сверхмассивная черная дыра в центре Хенис 2.10 тоже относительно небольшая. Космический телескоп Хаббл предоставил очень четкую картину связи между дырой и соседней областью звездообразования, расположенной в 230 световых годах от нее. Вот так, по гипотезе астрофизиков, возникли эти невероятные звездные ясли. Несколько миллионов лет назад горячий газ из черной дыры врезался в плотное облако звездообразования на скорости около 1,5 миллиона километров в час. Этот выброс рассеялся вокруг, как вода из шланга при ударе о кучу грязи. Теперь скопления молодых звезд выровнены перпендикулярно источению, показывая путь его распространения. Ученые считают это редким явлением. Обычно газовые облака, попавшие на путь струй, чересчур разогреваются и перестают зажигать звезды. Но в случае с менее массивной черной дырой в Хенис 2.10 и ее слабыми выбросами газ оказался разогрет именно настолько, чтобы ускорить образование новых звезд. Сами черные дыры тоже могут держаться парами. Это, наверное, самые жуткие союзы, которые только возможны во Вселенной. Но мы во время космического путешествия, конечно, не повернем назад и посмотрим на них поближе. Одну тесную компанию под названием UGC 4211 астрономы обнаружили в 500 миллионах световых лет от нас. Там две черные дыры находятся на расстоянии всего в 750 световых лет друг от друга. Увидеть их удалось с помощью наземных обсерваторий, а также данных космического телескопа Хаббл. Обе сверхмассивные черные дыры продолжают расти, и астрономы связывают это в том числе со слиянием их массивных галактик. Процесс создает благоприятные условия для увеличения монстров. При сближении галактик потоки вещества легче преодолевают угловой момент, и черным дырам проще их поглощать. В то же время, несмотря на подобную близость,
Не стоит ждать скорого слияния двух гравитационных монстров. Оно произойдет не ранее, чем через несколько сотен миллионов лет. Поскольку слияние галактик происходит регулярно, по всей видимости, во Вселенной существует большое количество еще более тесных пар черных дыр. Но пока ни одна из них не сравнится с союзом двух черных дыр, которые находятся в ядре эллиптической галактики B2-0402 плюс 379. Объект удален от нас на 750 миллионов световых лет. Ученые иногда в шутку называют его ископаемым, оставшимся на месте бывшего галактического скопления. Вероятно, несколько галактик слились в одну, образовав B2-0402 плюс 379, а мега-сверхмассивные черные дыры создали пару в новом объекте. Данные телескопа Gemini North на Гавайях позволили взвесить сверхмассивные черные дыры в ядре этой галактики. Их общая масса оказалась рекордной — около 28 миллиардов солнечных. Обе дыры — непревзойденные колоссы, а потому пространство-время при их вращении вибрирует и изгибается в разных направлениях. Несмотря на бурную окружающую среду, монстры мирно соседствуют в одной галактике. Они, как предполагают ученые, кружат друг вокруг друга на расстоянии всего в 24 световых года. И это рекордный показатель сближения таких объектов. После исследования супергиганты преподнесли астрономам еще один сюрприз. Оказалось, что их альянс существует примерно 3 миллиарда лет. Обычно компоненты двойной системы намного раньше заканчивают совместные пируэты, слившись в одну сверхмассивную дыру. В данном случае этого не произошло. И, как подозревают ученые, может вообще никогда не случиться. Танец черных дыр будет длиться вечно. В чем причина их бесконечного шоу? Во-первых, черные дыры, скорее всего, поглотили либо вытеснили из окружающего пространства все вещество. Так, пара сохранила значительную часть углового момента и почти не тормозит в орбитальном движении. Во-вторых, каждый из объектов настолько огромный и массивный, что потеря энергии за счет выхода гравитационных волн у него мизерная. У ученых сложилось впечатление, что эта уникальная система вообще обладает максимально высокой стабильностью. Словом, союз на все времена, который наверняка трудно превзойти. Однако недавно астрономы заявили о существовании еще более гармоничных пар, которые даже называют идеальными. В них черные дыры находятся в фиксированном состоянии по отношению друг к другу, несмотря на увеличение границ Вселенной. Их взаимное гравитационное притяжение компенсируется расширением пространства, то есть космологической постоянной. Иными словами, границы Вселенной постоянно раздвигаются, пытаясь растащить партнеров в разные стороны, но их мощная гравитация мешает это сделать. По словам авторов гипотезы, такая сбалансированная пара черных дыр с Земли, скорее всего, будет смотреться как единый объект. Из-за этого возникнет сложность при определении, является ли он одной черной дырой или идеальной парой. Ученые считают, что их теория верна для разных типов монстров, хотя расчеты были проведены только для статичных черных дыр. Но вращающиеся, по мнению авторов исследования, также способны создавать идеальные пары. Во Вселенной даже могут существовать трио и квартеты дыр, которые находятся рядом и не сливаются. Пока некоторые пары дыр действуют в унисон друг другу, мы отправимся посмотреть союзы еще более грозных сил. Это квазары, и невозможно представить, что какое-то отважное небесное тело рискнет с ними сблизиться или объединиться. Квазарами называют активные ядра галактик, в которых находятся сверхмассивные черные дыры. Подобные монстры настолько быстрые и энергичные, что создают в своем регионе особую обстановку. Орбитальный газ и пыль вращаются вокруг них с такой скоростью, что излучают свет на всех длинах волн. Магнитное поле мощной черной дыры улавливает частицы этого вращающегося диска и посылает их вдоль своих полюсов. Астрономы видят подобные гигантские струи в радиоволнах и рентгеновских лучах. Их слепящему свету трудно найти аналог в природе,
И, казалось, квазарам суждена блестящая жизнь. На самом деле у этих космических объектов яркая, но короткая судьба. Согласно новому моделированию, слишком активные черные дыры быстро убивают галактики, подавляя в них рождение новых звезд. Может ли какое-то небесное тело выжить в экстремальном союзе с безумно мощными квазарами? Давайте спросим у одних из самых удивительных звезд Вселенной, отправившись к ним в гости. Мы издалека узнаем подобные светила, потому что их окружают загадочные газовые нити. Из-за этого звезды похожи на огромные небесные шары и называются помпонными. Странную форму они получили при взаимодействии с грозными квазарами. Подлетев к ним ближе, мы увидим, как безумная гравитация вблизи сверхмассивной черной дыры квазара искажает пространство-время и создает колебания в межзвездных областях космоса. Мощные струи частиц, пылающими фонтанами, вырываются изнутра монстра. Галактики с помпонными звездами сияют в миллион раз сильнее, чем, скажем, наша соседка Андромеда. Первый раз астрономы увидели эти звезды с помощью 10-метрового оптического телескопа Кека на Гавайях, когда наблюдали мерцание квазара ПКС 13-22-110. Объект находится очень близко к горячей звезде Спика. Позднее исследователи припомнили, что рядом с ярким светилом Вега тоже мигает квазар J1819 плюс 3845. Две горячие звезды, два мерцающих квазара в тесном союзе. Что это? Просто совпадение? Дальнейшие исследования показали, что никакой случайности здесь нет. Команда астрофизиков из Калифорнии пересмотрела более ранние данные о J1819 плюс 3845 и еще одном ярко мерцающем квазаре ПКС 1257-326. Они обнаружили, что последний объект находится недалеко от горячей звезды. Мерцание подобных пар, как показали исследования, вызвано некими загадочными структурами, длинными и тонкими. Команда предполагает, что из каждой раскаленной звезды, которая находится в тесном союзе с квазаром, выходит множество нитей теплого газа. Таинственные структуры образуют нечто вроде помпонов, шарообразных украшений из ниток или пряжи. Эти странные светила находятся в скоплении холодных шаров молекулярного водорода, каждый из которых сопоставим по размеру с Солнечной системой. Такие шары, по мнению исследователей, могут датироваться временем формирования звезд или даже более ранним периодом. Со временем ультрафиолетовое излучение квазара их взрывает. В результате каждый шар образует газовую теплую оболочку и длинные нити, тянущиеся далеко в космос. На этом наше путешествие можно было бы закончить. Мы побывали в гостях у многих небесных тел, которые не боятся соседства с черными дырами. Но у вас нет ощущения, что чего-то все же не хватает? Планеты. Неужели все они обходят монстров далеко стороной? Действительно, на сегодняшний день астрономы не нашли планет возле черных дыр. Однако это не значит, что они не существуют. Но как гравитационные монстры Вселенной хотя бы теоретически могут иметь сопутствующие миры? Ученые выделяют два вида планет возле черных дыр. Давайте сначала осмотрим странные гипотетические объекты, которые называют бланетами. Они, как считается, могут формироваться вокруг сверхмассивных черных дыр, таких как Стрелец А со звездочкой. В реальности астрономы пока не нашли ни одной бланеты, и в дальнейшем их наверняка будет невероятно трудно обнаружить. Центр Млечного Пути полон пыли, газа, ярких звезд. Там практически невозможно рассмотреть темные планеты. Однако технологии нового поколения, которые появятся в скором будущем, вероятно, могут найти планеты, если они существуют. Сколько их может быть? Возможно, что космос просто кишит подобными небесными телами. Сейчас это кажется маловероятным, но вспомним историю космических наблюдений. Не так давно астрономы были шокированы, узнав, что миллиарды планет-изгоев проносятся через Млечный Путь. Ситуация способна повториться и в этот раз. Может оказаться, что огромная свита планет в центре нашей галактики вращается вокруг черной дыры Стрелец А со звездочкой. Кроме этого, гипотетически могут существовать еще так называемые планеты черных дыр,
Они, в отличие от планет, не образовались вокруг гравитационных монстров, а как бы перешли к ним по наследству. Большинство черных дыр появляются после сверхновой типа 2, когда взрывается звезда как минимум в 8 раз массивнее Солнца. Однако астрономы полагают, что около 30% всех черных дыр могли бы возникнуть без таких взрывов. Эти спокойные монстры, вероятно, образовались после коллапса самых массивных звезд. В пример можно привести гигантскую звезду N6946BH1 из галактики NG696. Космические телескопы Спитцер и Хаббл наблюдали, как этот гигант однажды попросту исчез из их поля зрения, что навело астрономов на мысль о его превращении в черную дыру. Но при поиске планет по соседству с подобными дырами необходимо учитывать временную шкалу. Самые массивные звезды нельзя назвать небесными долгожителями. Чем больше масса, тем больше давление, температура и скорость ядерного синтеза. Звезда с этими высокими показателями, которая невероятно сияет в небе, по космическим меркам моментально сжигает саму себя. Самые массивные и яркие из светил существуют менее 10 миллионов лет. Этого времени едва ли достаточно для того, чтобы планеты сформировались из окружающей туманности. Однако, если планеты успеют образоваться вокруг огромной звезды с коротким циклом жизни, они могут выжить. Было бы заблуждением полагать, что все они тут же исчезнут в черной дыре. Некоторые продолжат вращаться вокруг нее так же, как раньше, вокруг родительской звезды. Астрономы приводят в пример так называемые пульсарные планеты, которых открыли уже 16, поскольку пульсары также образуются после сверхновых типа 1 и типа 2, ни у одного из них после катастрофы не должно остаться планет. Тем не менее, такие объекты существуют. Если пульсары могут иметь планеты, то в теории они должны быть и у черных дыр. Если брать шире, то в рамках Вселенной возле сверхмассивных черных дыр, вероятно, существуют целые планетные системы. В основном это касается активных ядер галактик. Газовые диски вокруг подобных гигантов выбрасывают огромное количество энергии, вызывая скопление вещества и образование тора, фигуры в форме бублика. С течением времени этот протопланетный диск становится настолько плотным, что блокирует интенсивное излучение в некоторых местах вблизи центра черных дыр. То есть теоретически там могут быть области, недоступные излучению, а потому их не испепелит жар аккреционного диска черной дыры. Планеты в подобных местах будут скорее отличаться холодным климатом. Но из чего они могут формироваться? На этот вопрос астрономы уже знают ответ. Они не раз наблюдали вокруг дыр протопланетные диски, которые в миллиард раз массивнее звездных. Из этих дисков и могли родиться целые планетные системы. Американский астрофизик Шон Реймонд решил узнать, как это может выглядеть в космосе. Он провел симуляцию и визуализировал систему из 9 звезд и 550 планет, которые дружной компанией вращаются вокруг черной дыры. По его мнению, такие системы могут иметь колоссальные размеры. Вычисления астрофизика показали, что на расстоянии в 10 световых лет от черной дыры могут формироваться тысячи планет с массой в 10 раз больше земной. Как происходит невероятный процесс рождения планетных систем в условиях мегаэкстрима? Ученые допустили, что пылевые частицы в подобных странных местах покрываются льдом и легче объединяются. На основе этого они смоделировали поведение обледенелой пыли у сверхмассивной черной дыры. Когда размер снежинок в симуляции достиг сантиметра, они стали слипаться в снежки, а затем и в большие образования. Возникло нечто вроде протопланетного облака, которое в какой-то момент потеряло стабильность и разбилось на множество планет, причем в основном намного тяжелее Земли. Планетные системы, по мнению авторов исследования, вероятно, возникнут у черных дыр в активных ядрах галактик типа Млечного Пути, чем в квазарах. Их время формирования будет чрезвычайно длинным и продлится миллиарды лет. Объекты, рожденные в столь необычных условиях, еще предстоит обнаружить. Возможно, для прямых наблюдений здесь подойдут космические рентгеновские интерферометры.
При этом косвенным свидетельством существования протопланетного диска станет изменение спектров в миллиметровом диапазоне. Тем временем астрономы нашли первого кандидата в планеты-спутницы черной дыры. Только это скорее призрак из будущего, существование которого рассчитано учеными. Речь идет об объекте, который когда-то представлял собой небольшую, но фартовую красную звезду из галактики GSN 069. Она пережила сближение со сверхмассивной черной дырой и осталась цела. Хотя без последствий здесь не обошлось, и звезда претерпела первое преображение. История произошла в галактике GSN 069 на расстоянии 250 световых лет от Земли. Черная дыра в ее ядре для сверхмассивных объектов относительно легкая, однако чрезвычайно активная и потому окружена горячим диском из аккреционного материала. Вещество из диска постепенно проникает в черную дыру и увеличивает ее. Чтобы постоянно получать подпитку, дыра срывала верхние слои с красной звезды, содержащие водород. Из-за гравитационного притяжения монстра светило превратилось в маленького тусклого белого карлика, окутанного облаком газа. Это горячее звездное ядро осталось на эллиптической орбите, совершая оборот вокруг черной дыры каждые 9 часов. Астрономам уже известно, что звезда богата гелием, а вот водорода в ней не хватает. Основываясь на этих параметрах, исследователи сделали вывод, что орбита белого карлика слегка колеблется. Это колебание должно повторяться примерно каждые 2 дня. Исходя из величины рентгеновских вспышек, которые зафиксировал телескоп Чандра, также рассчитана масса звезды. Она составляет всего лишь 0,21 солнечной. Это стандартный показатель для белого карлика, но в дальнейшем он, скорее всего, продолжит терять массу из-за влияния черной дыры. Карлик изо всех сил будет пытаться уйти от своего космического мучителя, но спастись не удастся. Черная дыра продолжит пожирать жертву. Все медленнее, но без остановок. Согласно предсказанию астрономов, потеря массы белым карликом и испускание гравитационных волн приведет к увеличению радиуса и закруглению орбиты звезды. Постепенно белый карлик достигнет массы Юпитера и превратится в новый вид планеты, пока неизвестной науке. Жаль только, что это случится не раньше, чем через 1 000 000 лет. Огромный срок не только для человечества, но и для Земли, Солнца, нашей галактики Млечный Путь. Мы надеемся, что ученые найдут планету черной дыры значительно раньше. Это будет невероятное открытие, особенно если такой мир окажется обитаемым. Хотя, разве могут живые существа выдержать соседство черных дыр с их потоками смертельного излучения, губительными джетами, расправами над любой материей на своем пути? Могут, и даже будут чувствовать себя очень даже неплохо. Такую гипотезу недавно высказали несколько астрофизиков, независимо друг от друга. Американский ученый Джереми Шнитман проверил возможность выживания на фантастической планете Миллер. В фильме Кристофера Нолана «Интерстеллар» она вращается вокруг черной дыры Гаргантюа. Ученый предположил, что на расстоянии более 100 световых лет от дыры теоретически существует благоприятная для жизни область. Там смертельные ультрафиолетовые и другие вредные лучи могут быть поглощены черной дырой, и это важный шаг для поддержания жизни. Для планеты черная дыра будет выступать в роли холодного светила. Несмотря на название, большинство черных дыр являются одними из самых ярких объектов во Вселенной. Газ и другая материя, падающие в них, перегреваются и излучают в космос. Но насыщенная черная дыра фактически имеет нулевую температуру, за исключением струйки частиц, высвобождаемых излучением Хокинга. Вот вам и холодное Солнце для планет. Правда, в нашем понимании жизнь прежде всего требует жидкой воды как растворителя для биомеханических реакций. Это возможно лишь при условии умеренной температуры, для чего нужна мощная энергия. Источником для прогрева планеты способно стать реликтовое излучение. Его можно назвать эхом Большого взрыва, которое охватывает всю Вселенную. Правда, средний показатель температуры реликтового излучения не превышает минус 270 градусов Цельсия, но оно может быть теплее при приближении к черной дыре, где искривляется пространство.
Чешские астрофизики подсчитали, что землеподобная планета при этом сможет получать около 900 Вт полезной мощности от своего монстра. Этого хватит для поддержания жизни, но мало для ее зарождения. Жидкой воды на такой планете не будет. Однако физик Ави Лэб из Гарвардского университета обратил внимание, что ранее температура реликтового излучения была выше, чем сейчас. Например, спустя 15 миллионов лет после Большого взрыва она равнялась 27 градусам Цельсия. Этого достаточно для наличия на гипотетической планете жидкой воды и ее обеспечения 130 гигаваттами полезной мощности. Впрочем, последняя величина все равно будет в миллион раз меньше той, что Солнце обеспечивает Землю. Этот минимум тепла теоретически частично способен компенсировать свет далеких звезд. Также в поддержании температуры могут помочь частицы под названием нейтрино, которые, как считается, огромными потоками вылетают из черной дыры. Но надо учесть, что для обитаемой планеты подойдет только очень старый гравитационный монстр. В его окрестностях не будет обломков звезд и других небесных тел, которые угрожали бы существованию экзотической жизни на планете. И кто знает, не окажутся ли когда-то в выигрыше по сравнению с людьми обитатели планеты у черной дыры. В конце жизни Вселенной одна за другой погаснут все звезды, а черные дыры еще долго останутся на своих местах. Они станут последним резервным источником энергии в мироздании. Не придется ли тогда нашим потомкам тоже эмигрировать на планету вокруг черных дыр? Или перегнать Землю поближе к одному из таких монстров? Сложная задача. Хорошо, что это случится не раньше, чем через триллионы лет. У нас есть время найти планеты у черных дыр, совершить к ним космическое путешествие и узнать, как живется под лучами невероятно холодного Солнца.